Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам показать свой новый завершенный проект вязаный, стильный топ с ажурно-рельефным узором, связанный с пряжей голубого цвета, модный пляжный вариант, который выглядит оригинально и не скучно. Этот летний топ идеально подходит для жарких дней. Связан топ из тонкой хлопковой пряжи, которая обеспечивает комфорт и свежесть даже в самые знойные дни. Позволяет выглядеть модно и ярко на пляже. Мне приятен этот голубой цвет, который добавляет свежести, легкости образа. Я считаю, голубой цвет – это идеальный цвет для летнего сезона. Прекрасно сочетается с загорелой кожей, яркими аксессуарами. Очень гармоничный, стильный образ получается. Дальше. Прямой силуэт, глубокий вырез по переду. Позволяет подчеркнуть достоинство фигуры. Я считаю, что этот топ, в принципе, это универсальный вариант для женщин разных возрастов и типов фигур. Если вы хотите его, чтобы он был более длинный, вы можете позволить себе связать длину длиннее, чем у меня. Очень красивый такой витиеватый узор. Средний уровень мастерства понадобится для вязания этой модели. Считаю, что стоит обратить внимание. Отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть модно, стильно на пляже. Да и не только на пляже, для прогулок летних очень тоже хорошо. Для меня, например, летний отдых в нем комфортен и очень приятен в полной мере. В этом видео я сегодня расскажу вам, как вязала я этот топ. Я покажу вам схему. Я составила текстовое описание под видео будет. Подходит этот топ, начиная с размеров, я считаю, с 46 по 52. У меня 52 размер. Я демонстрирую вам его, как он выглядит на мне и как он выглядит на худенькой девушке-манекене 44 размера. Как видите, в общем-то, одна и та же модель. Немножко по-разному, конечно, она смотрится на разных фигурах, но в принципе это очень красивый, интересный летний вариант. И давайте посмотрим схему. Я покажу вам пряжу, из которой я вязала, расскажу, сколько у меня ушло расход этой пряжи, и дальше более детально, как распределяла петельки, как считала. Я вязала этот топ из пряжи турецкого производства Yarn Art Ideal. Это 100% хлопок голубого цвета в 50 грамм 170 метров. У меня ушло совсем немного, 4 мотка вот таких ушло. То есть даже в принципе осталось вот столько от последнего 4-го моточка. Вот, упаковочки продаются по 5 моточков, то есть 250 грамм упаковка. И у меня вот от упаковочки осталось вот 50 грамм. И тут вот еще немножечко. Ну, то есть где-то, девочки, 180 грамм всего на такой топ ушло. И сейчас я более детально вам расскажу, как я его вязала. Красивый получился нарядный топик. Не длинный я его сделала, но это очень легко видно, да, по видео. Не длинный он. Сделала я небольшие боковые разрезики. Вот здесь, видите, вот небольшие боковые разрезики и глубокий вырез горловины. У него скос плеча довольно-таки такой немаленький, я хочу сказать, я сделала скос плеча. И, в общем-то, мне все понравилось. Очень мягкий, нежный, приятный к телу получился топ. Посмотрите, это схема узора.
Мы с вами сейчас свяжем, как я не буду рассказывать условное обозначение, потому что я покажу вам, как вязать этот узор. И далее расскажу вам, девочки, как я делала расчет. Нарисую вам выкройку и покажу вам, как конструктивно, как он выглядит. Но могу сказать сразу, что это вяжется из двух деталей. Это сшивная модель. И, в общем-то, спинка перед, различие только в вырезе горловины. Обратите внимание, вот такое текстовое описание будет вас ждать под видео. Оно абсолютно бесплатное, в котором я передаю вам свои расчеты. Сейчас я свяжу с вами вот этот узор. Здесь очень много повторяющихся рядов, поэтому я покажу, как связать, собственно, ряд и какие здесь знаки используются, как они вывязываются. Смотрите. Раппорт узора 22 петли – это ширина, и 28 рядов – это высота. Я набрала 24 петли для образца, то есть у меня еще 2 кромочные. Начинаем с вами вязать, ну скажем так, у меня это будет 3-й ряд, вы начинаете 1-й ряд. 1-й ряд, он в принципе то же самое, что и 3-й. Кромочную снимаем, и сразу у нас идут перекрещивания 4 петель направо. 4 петли я снимаю на правую спицу и меняю их местами по 2. Первые 2 у меня за работой, следующие 2 высвобождаются перед работой. Я их правой спицей переношу на левую и вяжу 4 лицевые. Перекрестили 4 петли направо, следующие 4 петли перекрещиваем налево, 4 петли я снимаю на правую спицу. Первые 2 петли у меня перед работой, следующие 2 за работой, вот они там остались. Я их аккуратно с помощью правой спицы возвращаю на левую и вяжу 4 лицевые. Этот элемент в аранском вязании называется бабочка. Мы перекрещиваем зеркально симметрично по 4 петли направо и налево. Далее у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная. Следующая часть узора. Перекрещиваем сейчас 2 петли налево. Меняем их местами. Первая петля перед работой, вторая за работой. Поменяли, провязали как лицевая, лицевая. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Снова накид и перекрещиваем 2 петли направо. Первая петля за работой, вторая поверх нее перед работой. Вяжем лицевая, лицевая. И далее идет изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем тоже изнаночной. Все. Это был 1-й ряд нашего узора. Все четные ряды являются изнаночными, и мы их вяжем, как они смотрят на нас. То есть кромочную я, в принципе, всегда снимаю. Дальше мы вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная. Накиды провязываем изнаночными. То есть все, что как вот на нас смотрят петельки, так мы их и вяжем. Все изнаночные ряды вяжутся вот таким образом. Если смотрит на нас изнаночная, значит мы вяжем изнаночную. Если смотрит на нас лицевая, значит мы вяжем лицевую. Кромочную вяжем изнаночной. И далее вяжем 3-й ряд узора. Следующим образом. Кромочную сняли. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше изнаночная, лицевая, изнаночная. И здесь у нас снова идет
так же, как и в первом ряду, то же самое вяжется. Перекрещиваем 2 петли налево. Первая перед работой, вторая за работой. Поменяли их местами, вяжем лицевая, лицевая. Делаем накид, вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и перекрещиваем 2 петли направо. Первая петля за работой, вторая перед работой. Вяжем лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. Вот такие вот, девочки, несложные варианты. И далее повтор у вас идет как первый ряд. То есть здесь, как вы видите, все одинаковое, все ряды. Затем, смотрите, в 15 ряду в шахматном порядке вы меняете местами. То есть правая часть у нас узора будет левой, а левая часть становится правой. То есть вот в таком шахматном порядке. И вот это вот промежуточные 3 петли, они так, в принципе, остаются без изменений, провязываются. То есть мы узор условно делим на правую часть, левую, и их меняем местами. А как провязывается условное обозначение, я вам только что продемонстрировала. Ничего, в принципе, сложного нет. Узор очень доступный и понятный. Все. Итак, девочки, я хотела бы кратко рассказать, как я вязала этот топ. Длина у меня получилась 55,5 сантиметров, ширина 56 сантиметров. То есть, в принципе, если вы носите модель в стиле свободном, то это все можно носить, начиная прям с 46 размера. Все эти мерки, в принципе, подходят с 46 по 52 размер. Я 52 размер ношу, и у меня как раз эта модель очень хорошо села, мне нравится. Я не хотела свободного кроя, и, в общем-то, у меня получилось по фигуре. Топ связан оказался. Так, как я, собственно, и планировала. Значит, следующее. Основное я вам рассказала. Про плотность скажу, что при вязании узора я определила плотность по горизонтали в 1 сантиметре, это 2 петли, а по вертикали плотность составила в 1 сантиметре 2,2 ряда. Вязала я спицами номер 4 основное полотно, резинку везде вязала спицами номер 3,5. Резинка у нас значит, необычная, она у нас рельефная, показываю, 8 рядов в высоту. Схема, девочки, смотрите, вот эта резинка и вот схема, 8 рядов. В общем-то, здесь показаны только лицевые ряды, изнаночным мы вяжем, как смотрят петли. 3 петли занимает раппорт и 8 рядов в высоту. Вот такой очень простой, легкий узор для рельефной резиночки. Я набирала для резинки 105 петель. Вот. И потом, когда переходила к основному узору, добавляла еще 5 петель. Ой, 10 петель добавляла. То есть 10 петель я добавляла в последнем изнаночном ряду планки. И далее вязала, распределяя петли следующим образом. Раппорт узора, я уже говорила, 22 петли. Вот у меня получалось 3 петли я вязала для симметрии. Вот они у нас идут. Заканчивается у нас раппорт изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот эти 3 петли я вязала в самом начале для симметрии узора. И дальше у меня шло 5 раппортов по 22 петли. 1, 2, 3, 4, 5. Плюс 2 кромочные. В сумме это было 115 петель занимала узор. И вязала в высоту. Спинка перед у нас различаются вырезы горловины. Вырез горловины глубокий я хотела сделать у своего топа. Плечи у меня
со скосом вяжется. И я сейчас вам кратко расскажу, хотя все это вы можете прочитать в виде текста под видео, но я все равно поясню. Итак, начинаем с резинки спицы 3,5, связали 8 рядов резинки, перешли, значит, на 115 петель спицы номер 4 и вяжете по спинке, вы вяжете 98 рядов. Я всегда считаю, чтобы это было в раппортах. То есть от планки у меня получилось 3 раппорта и 14 рядов. То есть ровно половина раппорта. 3,5 раппорта. И дальше идет формирование скоса плеч. Скос плеч у меня занял всего, значит, получается 4 петли. Я 8 раз в каждом втором ряду закрывала. Вот, то есть это вот таким образом формируется скос плеча. На вырез горловины я отвела 51 петлю и по прямой их закрыла по спинке. То есть сформировав скос одновременно справа-слева, я закрыла оставшуюся 51 петлю по вырезу горловины. Все. Я знаю, что кто-то любит просто это снимать на дополнительную спицу и затем эти петли включать в работу, когда будет обвязка по вырезу горловины. Пожалуйста, этот вариант тоже очень вполне хороший. Для формирования выреза горловины по переду я использовала следующее закрытие петель. Первые 21 центральную петлю я закрыла одним рядом. Дальше у меня формировалась левая сторона, потом правая сторона, вязались отдельно. И закрытие шло следующим образом. Первый раз я закрыла 3 петли, затем через ряд, то есть в каждом втором ряду закрыла 2 петли, и дальше я закрывала еще 10 раз по одной петле. Высота общая изделия составляет 122 ряда, и это 55,5 сантиметров в высоту. Вот, и то есть вы должны рассчитать, сколько у вас нужно будет связать до формирования выреза горловины по вашей длине. У нас разный у всех рост, длина тоже по вашему желанию. Вот считайте вот эту величину от нижней планки до начала выреза горловины, и это будет у вас решающее. Как бы в моем случае это было 3 раппорта, 84 ряда. Я связала, затем началось у меня формирование выреза горловины. Вот это все вы можете прочитать в текстовом описании под видео. Все, мои дорогие, очень простой вариант. На обвязка у меня выреза горловины шла та же самая рельефная резиночка, что и по низу изделия. Вот, видите, да? Также те же 8 рядов. Я на обвязку, по-моему, 132 петли. Я не помню, девочки, сейчас. Это в тексте почитайте. 132, по-моему, я набирала. 44 раппорта у меня по 3 петли. Вот. И вот я так это все дело закрыла свободно, чтобы не стягивала, потому что вырез глубокий, да. Закрыла по лицевой стороне петельки по вырезу горловины. Вот такой получился красивый, нарядный, как скажем, обвязка красивая, нарядная. По проймам я абсолютно не стала ничего обвязывать. Мне понравился ровный красивый край, согласитесь, да, и он не требует никаких дополнительных прикладывать усилий. Вот. Шов я по плечу и боковые швы делала иголочкой, швом назад иголка. Кто-то любит применять матрасный шов, пожалуйста, кто к чему привык. По боковой стороне я люблю делать шов с помощью крючка. Вот. Он у меня малозаметный здесь. Вот. И еще я сделала небольшой разрез. Справа небольшой разрез и слева. Ну, так захотелось мне. Вы можете не делать его и сшить с самого начала планки, то есть от самого начала вязания. Сделать боковой шов.
Топ дышащий, приятный, как вы видите, абсолютно проветриваемый, не жаркий. Я стояла, когда снимала это видео, жара была 35 градусов, да, но у моря ветерок так хорошо обдувало, абсолютно я его не чувствовала. Вы представляете, он всего 180 грамм весит, да, то есть он практически невесомый. Вот, поэтому это именно на жару, и именно вот я конкретно для прогулок на море. Шортики и вот этот укороченный вариант топа – это самое то, что надо. Вот такой красивый, нарядный, я считаю, комфортный топик я советую всем связать именно для жаркой летней погоды. Желаю вам, девочки, удачи. До новых встреч!